слава богу, все позади, и мы этот паспортный контроль прошли. Так как мы сегодня только сели на лайнер, здесь программа по Пирею, по Афинам, куда можно поехать. На улице сейчас очень жарко, и мы все еще стоим в порту Афин, так что мы сейчас с Алисой будем плавать. Что-то, я жду, когда кто-то из вас закривится первый. Алиса очень хочет это сделать. Потратить 2-3 тысячи долларов за круиз для меня, например, разово, это очень дорого. И я не могла себе такого позволить. Поэтому я открыла себе travel счет, накопительный счет на платформе самостоятельного бронирования. Через часа два мы уже отправляемся из Афин. Она уже съела до этого просто 4 пирожных, так что... Серьезно? Красиво, очень солнце садится. Какие же завтраки здесь шикарные, я их обожаю. Это и фрукты, и овощи, большой выбор гарниров разных, зелени, картошка, яичница, там 3 или 4 вида. В общем, очень классно. Да. Доброе утро всем. Мы сейчас заходим в порт Катаколон и идем на пляж и гулять по улочкам. Алиса не может дождаться, пока ее выпустят отсюда. Мы в Катаколоне, сейчас идем гулять, поселок небольшой, здесь всего до 1000 жителей и буквально одна центральная улочка с сувенирными магазинчиками и тавернами. А потом мы выйдем на пляж, их здесь несколько, и пляж, который возле порта, он обычный, некрасивый, и все в основном с лайнера туристы идут туда. А мы пойдем на другой пляж, на противоположную сторону полуострова, и там он маленький, уютный, Агиас Андреас называется. Я оставлю локацию вот здесь. Позади нас стоят экскурсионные автобусы, ну, кто хочет, едет в Олимпию. Это рядышком деревушка, там развалины, но кто видел, как мы, много разных руин, то по солнцу ходить мы не хотим, нет никакого желания. И мы все-таки идем гулять по улочкам и идем на пляж. Выход из порта. До этой Олимпии 33 километра, и вот здесь стоят зазывалы с табличками и везут в Олимпию, и автобусы, короче, куча всех. Это если вы не взяли экскурсию на лайнере и хотите поехать немножко дешевле. Да, может и не дешевле. Вон, автобусы в Олимпию, а мы проходим мимо. Здесь начались улочки с магазинами. Где Алиса моя? Алиса, я тут. В общем, у них, у ребят, у этих в Олимпии 15 евро с человека стоит 10 с ребенка. Тебя туда просто привозят, это как трансфер. И ты гуляешь в свободное время, тебя и везут обратно. Мы идем дальше. Что ты уже хочешь? Лапинку купить, я собираюсь живот. Это я. Ты повторяешь, по-моему, за Таей. Нет, таймовские, а я обычных живот. Автобусы вот такие ходят, экскурсионные. А еще здесь вот такие вот повозки с лошадкой, упряжечка, которая может за денежку отвезти вас на море, на пляж. Этот паровозик едет по поселку, но делает всего 2 остановки. Одну у винодельни и вторую возле пляжа. Выберите сумочки. По одной сумочке я вам куплю, хорошо?
по 5 евро купили 2 сумочки. Алиса выбрала, конечно, такую странную, но это ее выбор. Вот еще один пустой паровозик. Никто в винодельню не едет, да? Нет, Алиса, идем. А то сейчас увезут тебя. Увезут. Жарко, и все кафешки сейчас в такое утреннее время еще пустые. Паровозик переполненный, все едут на пляж. Идем, еще остался километр. Проходим кукурузные поля, осталось идти 5 минут и будем на пляже. Обратно поедем на паровозике, мы так подумали. Мы немножко свернули не туда, спускаемся полями, потому что обратно возвращаться уже не хотим. В итоге мы нашли местечко, где мы практически одни. И вот у людей оранжевое полотенце, это тоже с нашего круизного лайнера. Мы ушли в эту сторону пляжа, здесь никого нет. Дно каменистое, но вода очень теплая. Мы сейчас на море. Да, мы сейчас на море и нашли бревно такое большое, да? Похоже на лес. Я бы хотела такое бревно на дачу забрать, к нам во двор. Я тоже. У нас в лесу где-то в посадке найти, да? Народ с того многолюдного пляжа увидел, что мы одни здесь, и начинают сюда потихоньку прокрадаться к нам. Тут уже еда. Не урони только в песок, хорошо? У нас сегодня бабушка не очень хорошо себя чувствует. Она осталась на лайнере, хочет полежать, в ресторане посидеть, пообедать, кофе выпить. Не хотела идти по солнцу, но действительно ей бы было тяжело. Такой марш-бросок сделать из порта. Получается, из круизного порта до этого места, Агиас-Андрес, 2 километра 700 метров. В принципе, недалеко, потому что половину дороги мы шли по тени. Вот, по солнцу, конечно, тяжковато, но обратно точно на паровозике. И еще советую всем сюда брать какие-то тапочки, аквашузы, потому что дно каменистое, зайти невозможно босиком. А можно я нырну на видео? Нет! Берега очень зеленые, много кустарников, деревьев. Есть тенек. Я люблю такие места. Пока мы в воде, Алиса открыла пакет с едой, с булками и наминает сидит. Ждем Таю в теньке, потому что она где-то там в полях, в траве, когда мы спускались на пляж, потеряла джибицы со своих кроксов. Вот эти штучки, игрушечки всякие, или как они правильно называются. Вот это. А, вот, Алиса показывает, да. Вот такие. И она пошла их искать. Я говорю, брось, купим новые, но нет. Пока Таю ждем здесь в тенечке, расскажу про тот пляж. Когда лайнер ваш круизный заходит в Катаколон, и вы видите сразу пляж такой большой, длинная береговая линия, протяженная, серенький песочек некрасивый, деревьев почти нет, ну такой стрёмный очень. Ну хотя там меленько, заход в море хороший, но сам пляж никакой внешний, и вот этот вот солнцепёк. Ну, если вы не хотите тратить деньги, можете пойти туда. Либо второй вариант, сделать как мы, пройти пешком вот сюда, на Агиас-Андрес, либо сесть на паровозик, он стоит, кажется, 6 евро, сейчас мы точно узнаем. Или Да. на такси. И доехать, Алиса, подожди, не перебивай, и доехать на паровозике сюда. Как я уже говорила, 2 остановки он делает возле винодельни и на этом пляже. Вот такие сумочки купили. Да, ты уже говорил, Дот, ты меня перебиваешь. У меня вот такая. Не дает рассказать.
Вот, ну и следующий вариант поехать в Олимпию, в эту, кто еще не был, или может быть кто-то любит исторические места такие, развалины, раскопки, колонны греческие старинные, вот. И четвертый вариант, самый такой никакой, взять экскурсию на лайнере, но она в 3 раза дороже, чем если вы просто выйдете из круизного лайнера и купите у местных зазывал эту поездку в Олимпию. Ну, как-то так. И паровозик может до моря довести. Да. Человек идет. Нашла? Да, где нашла? Я бы его нашла еще в прошлый раз, просто я до того места не дошла. Вот. Ура! Слава Богу. Ты спокойна? А у меня 2 дзыба. Вот специально иду мимо и показываю вам, как вот здесь, когда народ выходит с паровозика, и здесь толпа везде. Иди, Алис, я с тобой иду, давай. И там дальше такая же ужасная вторая половина пляжа. Здесь душ, и Алиса вот хочет ноги помыть, сейчас ее все обольют. Сейчас, подожди, дядя отойдет. Осторожно. Пляж был бы хороший, да, если бы здесь никого не было. Здесь проход через таверну, поднимаемся, и там где-то паровозики. Здесь наверху таверна, одна полупустая, и там рядышком, где мы только что проходили, вторая, та получше мне показалась. В принципе, можно перекусить, но мы возвращаемся уже на наш лайнер обедать. А здесь бассейн? Да, отельный бассейн, никого нет. Нашли тенек, ждем наш паровозик. Мы едем на поезде. Да. Я выскакивала на ходу из этого паровозика, потому что она бросила полотенце свое. Представляете? Ну что, это нормально? Что-то тут боюсь. Не бойся, все хорошо. Говорит, я что-то тут боюсь ехать. Нет, все нормально. Не воздух нормально. Не успели заехать. Шляпу, говорю, сними, потому что сейчас еще и шляпа улетит, не только полотенце. Хорошо, ветерок обдувает. Шляпу держи. Надо было сюда ехать изначально на паровозике вот так. Держишься? Папа, привет! Лошадка поехала, да? На набережной возле порта очень большое количество таверн и сувенирных магазинчиков. Народу немного. А вот наш лайнер, мы сидим с Алисой на скамеечке, смотрим. Шумненько, в тишине тут не посидишь. Вот эти кепки, Какие? Белые? которые одевают. Тебе в моей неплохо. Вот эти панамки. Это детская сильно. Сейчас пока нет толпы, показываю вам единственную улочку, как колонна. Вот она. Мы возвращаемся на наш лайнер. Народ тоже, смотрю, так подтягивается. И первое место, куда мы идем, это, конечно, ресторан. Мы очень проголодались, поэтому сразу на обед. Мы с Таей не просили, пошла и принесла всем по бургеру. Я не ем бургеры. А Тая не ест мясо, Дотя. Там только сыр, котлетка и соус. Пойди один назад отнеси, хорошо? Мы отплываем из порта, да? Ты как чебурашка в этом полотенце.
Все, наш лайнер круизный выходит из порта. И завтра рано утром мы будем на Корфу. Я люблю Грецию. Для меня она всегда разная такая. И вот каждый год, да, мы возвращаемся. То это какие-то острова, то вот сейчас круиз. И опять же мы все равно возвращаемся в Грецию. Пока Алису не трогаю сегодня, но я так понимаю, что завтра уже нужно начинать борьбу с ее фастфудом, потому что она просто вот без ограничений идет и тянет эти пиццы, это мучное, пирожные. Уследить невозможно. Обещала с Алисой пойти сюда в детскую комнату, и она ругается, потому что дети сломали ее замок. И я говорю, детки ж приходят, конечно, со вчерашнего дня, что-то делают. Ты сейчас новые построишь, правильно? Мини-диско и баиньки. Let's give a big applauso, forte l'applauso per i bambini della MSC Opera, il soft del Mini Club.